Всем привет! Данное видео будет продолжать целых два других. Будет больше подробностей по обработке летучкой, а также продолжение моих подготовительных работ для установки вертикальной фрезерной головки на хобот. Снова решил воспользоваться ОСП-блоками, чтобы можно было сымитировать для вот этой штуки вертикальную фрезерную головку, только под углом 90 градусов развернутую. И тут была отдельная история, поэтому снимать я ее не стал, по тому, как закрепить эти пластины так, чтобы можно было пройтись фрезой полностью всю плоскость за одну установку. Немного поломав голову, пришел к единственному возможному в данном случае варианту. Это просверлить эти пластины в тех местах, где, собственно, наличие отверстий не имеет никакого значения. То есть, иными словами, сделать технологические отверстия. В одной пластине я сделал отверстие с углублениями небольшими, для того, чтобы можно было спрятать туда вот такие специально изготовленные гайки. Гайки с резьбой М6. Одна сторона немного коническая, для того, чтобы сымитировать угол наклона сверла. С обратной стороны сделан вот такой паз под отвертку. Закручивать я их буду отверткой. В ответной же пластине просверлено отверстие на 5 мм диаметром и нарезана резьба М6. И нарезал вот такие шпильки из строительного магазина. То есть одну шпильку из строительного магазина нарезал на такие кусочки, которыми как раз и собираюсь стягивать эти пластины между собой. Как это будет выглядеть, чуть позже. Скажу честно, я это не рассчитывал, но все-таки надеялся на это. И получилось именно так. Просверленные в пластине отверстия попадают в паз. И получается, что я буду стягивать пластины не в том месте, где блока уже нет. Соответственно, получаю вот такой вот эффект вероятный. Но если посильнее затянуть, то пластину может выгнуть. А протягивать я буду ее прямо через блок. То есть этот эффект будет минимизирован. Сделал первый очень черновой проход. Итак, смотрим на индикатор. Вот здесь начала садиться пластина, и она уже была заменена. Хотя в принципе, кроме визуального эффекта, на глубину это особо не сказалось. Немного не рассчитал хода, то есть сейчас нужно будет сдвигать всю эту конструкцию, чтобы дойти до конца все. Совершенно непонятная плоскость вот здесь. Все-таки где-то подкаленная пластина делает свое дело. Надеюсь, что вот это только
финишный запил получился, когда я ослабил при вращении поперечный ход стола. Можно было наблюдать, что резец чуть-чуть зацепился. Ну вот, примерно виден результат. Если стараться, если подгонять определенным образом подачи и съем, то в принципе легко получается зеркальная поверхность. Я думаю, что с установкой автоподачи возможно, что вот эти вот мелкие риски, по крайней мере их количество этих мелких рисок, царапин, так сказать, оно уменьшится. Здесь подача была помедленнее, и чистота поверхности, как видите, меняется кардинально. Но в данном случае меня интересует лишь плоскостность. Здесь вот немножко даже не вывелось, но это, по моим расчетам, уже не рабочая часть. Рабочая будет тут где-то уже. Поэтому я решил больше не сдирать огромное количество металла ради этих пары мест с пластины. И оставлю это так. И сейчас вот этот весь блок, мой бутерброд, я переверну, разверну другой стороной и буду снимать также поверхность с еще одной пластины. После чего уже буду разбирать и мерить геометрию. Удастся ли мне ее сохранить, я пока не знаю. И осталась последняя грань, самая сложная. Индикатором откатываюсь по внутренней стороне. Я думаю, сотки в данном случае мне будет достаточно. Вот на данном моменте многим покажется, что пластина закреплена не под углом 90 градусов относительно шпинделя. Но это не так. Дело в том, что необработанная поверхность пластины крайне сложно берется резцом. Резец просто отгибается. Таким образом я воспользовался этим моментом и получил зеркальную поверхность, без эффекта обратного царапания тем же резцом. Акцентирую на это внимание, так как об этом писали в комментариях. Смею вас заверить, что при обычном проходе резец царапает с обоих сторон и оставляет за собой след. Вот такая поверхность в итоге получается, без особых проблем. Я думаю, что если добавить сюда автоподачу, то будет совсем хорошо. Главное при этом соблюдать геометрию. Деталь, кстати, греется, но не сильно. Куда сильнее греется мой двигатель. Ради того, чтобы он лучше охлаждался, пришлось снять крышки, в частности заднюю, и крутить двигатель, раскручивать его частотником до частоты 60 Гц. Таким образом, у двигателя намного лучше охлаждение, и он уже значительно не греется. Естественно, на коробке при этом выбираю скорость пониже. Пластинки, если кому интересно, стоят у меня вот такие. Вообще они, насколько помню, по алюминию. Маркировка, наверное, присутствует. То есть по цветным металлам, но при этом они отлично берут металл, потому что они очень острые. Металл, нержавейку я им точу.
если соблюдать режим резания, то хватает их надолго. Я прямо удивлен. Вооружился не черновым шабером. Это уже настоящая пластина, новая ВК-6ОМ. И пока, так сказать, на ощупь определил косяки фрезеровки. То есть это в любом случае не шлифовка. Есть некие перепады высот, совсем небольшие. Я думаю, мне этого будет достаточно. То есть я подчистил вот эти вот все места. Как бы даже без краски, когда где-то что-то трется в металле, оно сразу становится видимым. И вот некоторые точки я подчистил. Ну, и убрал, естественно, все заусенцы и так далее. В принципе, на данный момент, как они прилегают, пластины, мне нравится. То есть, в принципе, мой способ обработки со стягиванием шпилек сработал неплохо. Поджимал я шпильками совсем чуть-чуть. Прошелся шабером по окрашенной прилегающей плоскости. Тут были мелкие выступы. Пока даже, честно сказать, самому не верится. Но без тонкой шабровки прилегание очень даже неплохое. Ну и, соответственно, вторая. Вот эта пластина с наружной стороны, она и не фрезеровалась. Она пойдет, скорее всего, под приварку. Под приварку с верхней стороны, там, где будет крепиться, в моем случае, к двутавру. А снизу будут отверстия под крепление в хоботе. Во всех пластинах будет отверстие, и штифт должен будет пройти через них. Но должна быть разница в посадках, чтобы все это не болталось. То есть, если здесь еще должна быть просто плотная посадка, в пластине, которая наверху будет, посадка должна быть уже неразъемной. Ну и в оставшейся пластине тоже плотная посадка. То есть конструкция, в принципе, довольно простая. Вторую пластину использовать придется хоть как, независимо от того, буду ли я делать вот этот поворот. Почему? Ну, потому что здесь отверстие с резьбой, а там, где будет прилегание хобота, получается, как раз будет перекрытие всех этих отверстий. И выхода два: либо сверлить, рассверливать, убирать резьбу и прикручивать внутри, что уже почти невозможно, потому что там нет места. Тут есть вот под этим отверстием прямо вплотную перемычка идет. Ну а там дальше еще сложнее. Либо добавлять вот такую пластину. Я пошел по этому пути. На данном этапе мне нужно от чего-то отклоняться для дальнейших действий. Это что-то, по моему мнению, является однозначным. Это вот это отверстие, в которое штатно вставлялся вот такой вал или штифт посадочный. Он сюда вставляется очень плотно. И вот эту посадку мне нужно будет сделать в обоих пластинах. Будем сверлить и пытаться растачивать. А потом уже, изготавливая вот этот валик, соблюдать разные наружные диаметры, для того, чтобы в разных пластинах валик сидел по-разному. Ну куда ж без блоков УСП. Как раз хватило вот этой полки. То есть обе пластины лежат на столе. С обратной стороны установлено самое большое сверло, которое у меня есть. Это 20 миллиметров. Как обычно, в ход идет все, что попалось под руку, или все, что я уже успел сделать из оснастки. Установил планшайбу и токарный патрон, зажал в него обыкновенный расточной резец с напольной пластиной и произвожу первоначальное растачивание. Намучившись токарным патроном, мне пришла гениальная идея, что у меня давным-давно уже есть некая альтернатива небольшой расточной головки. Видео про нарезание зубьев
на шестернях я уже выкладывал. Те, кто смотрели, могут узнать вот эту штуку. Это обычный пруток с вставленным в него сверлом. Мне будет проще подогнать диаметр вала под эти отверстия, чем сейчас пытаться сверлить именно нужный диаметр. Демонстрирую общие механизмы, как происходит регулировка диаметра в данном случае. Откручиваем болтик вот таким ключом, но не до конца, так чтобы оставался небольшой натяг. Чуть-чуть выбиваем сверло, увеличивая диаметр. Поджимаем и протачиваем. Разметка для отверстий крепления к самой головке. Установил в УСП блоки и выполняю сверление. Сейчас мы имеем вот такие пластины с очень плотной посадкой. Раз. Пластина и два пластина. Посадка в сотку. Все три, получается, посадки разные. Верхняя посадка позволяет свободно снимать деталь, нижняя посадка тоже. А вот в эту пластину этот направляющий штифт запрессован прессом и на горячую. При этом все довольно плотно. Очень я переживал за этот узел. Единственный еще есть повод для переживания, так как я собираюсь вот эту пластину приваривать к двутавру, который планируется устанавливаться вот туда на хобот. И как бы ее не повело. И нужно будет решить еще одну интересную проблему с торцеванием. По моим предварительным расчетам, в районе 3 мм в нижней части нужно убирать. Как я это буду делать, скажу сразу, что предположение уже есть. Все это дело затянется на очень долго, и я просто вынужден разделить это все на серии. Так что о том, что будет происходить с торцовкой хобота, вы узнаете в одной из следующих серий. А на этом позвольте завершить эту серию. Как всегда, всем большое спасибо за просмотр. До скорых встреч. До свидания.